Hola, espectadores de mi canal. Я хотела у вас поинтересоваться, как вы выбираете себе врача, когда вам нужен именно какой-то узкий специалист? То есть в поликлинике, понятно, вы не выбираете. Кто-то сказал вам, что это хороший специалист, или вы по каким-то отзывам это находите. Я просто хочу привести пример, что а, отзывы очень влияют на оценку врача, на рейтинг врача, скажем так, и встречаются очень смешные отзывы. У меня есть знакомый, учились вместе, психиатр. И вот я залезла из интереса посмотреть, где работает, что как. Смотрю, у него оценка 1,7. Думаю, да что такое, что там могло случиться такое, да? Залезаю, там мне несколько пациентов написали, что он не выписал мне все, что я хотела. И вот в результате вот из-за таких вот отзывов рейтинг врача находится где-то в конце списка. Что это вообще за муть? Как можно доверять каким-то отзывам? Как вообще найти грамотного специалиста? Как понять, вообще грамотный он или нет? Сейчас, к сожалению, в школе нет такого предмета, как раньше. То есть была биология с азами, там, анатомии человеческой, была физиология какая-то была. То есть мы хотя бы какие-то общие вопросы знали. Любая информация, она сейчас в свободном доступе, пожалуйста, все можно прочитать. Ну, а вопрос только в том, что можно ли доверять этой информации. Ошибка — не менять свое мнение. Это вообще нормально. То есть когда мы что-то узнаем новое, или мы назначаем какие-то препараты какое-то время и видим, что результатов нет, несмотря на то, что журналы полны положительных отзывов. Ну, как-то можно догадаться, что эти отзывы могут быть проплачены, но если не работает этот препарат. И вот он 20 лет назначает один и тот же препарат и говорит, ну вот я 20 лет назначаю, никто не жалуется. Ну, может, некому уже жаловаться. Надо очень приглядеться на того, кого вы видите перед собой. Там, жирный диетолог, прыщавый губастенький косметолог, там, синий гастроэнтеролог или кардиолог. Но это все как-то, согласитесь, это не та история, где сапожник без сапог, потому что он нищий. Нет. То есть я считаю, что врач должен быть здоров. Не просто должен, обязан. Нет, конечно, мы так же, как и другие люди, все подвержены травмам или могут быть какие-то врожденные там заболевания, да, то есть у нас стрессы, ваши стрессы в том числе, да. Понятное дело, что есть какой-то там то, что мы не можем контролировать. Но то, что мы можем контролировать, мы обязаны контролировать. Если я вижу бесконечно больного врача, ну, это как-то, если он себя не может вылечить, кого он может вылечить еще? Ну, вот я лично так для себя это воспринимаю, и вам, кстати, советую тоже. Я готова поспорить, пожалуйста, если мне со мной кто захочет связаться из врачей, но должно быть выполнено два условия. Этот врач должен проработать в поликлинике не менее 10 лет, и он должен быть здоров. Если я увижу какого-то хрена, который в 40 лет пропагандирует мне как быть вечно молодым, но при этом выглядит лет на 60, да, я сейчас про некоторых врачей. Конечно, у меня тоже есть какие-то предпочтения в препаратах, да, химических. Но, видите ли, мы живем в искусственных условиях. Я не живу там на альпийских лугах, где каждый день собираю на грядке у себя там зелень. Ну, я, к сожалению, я не могу себе позволить такой образ жизни. И, скорее всего, вы тоже. Поэтому, да, в искусственном мире требуются искусственные лекарства. Пока что. Возможно, я это тоже поменяю свое мнение и буду применять что-то другое. Но пока я к этому не пришла, я стараюсь применять еще советские препараты, которые вполне себе хорошо работают. Намного лучше, чем современные. Вот. Насчет того, что кто кого заражает, я придерживаюсь. Мне очень нравится теория Петра Горяева о волновом, волновая теория болезней. Даже в русском языке есть слова, которые нам об этом намекают. Вот заходит человек, например, там, в компанию, и всех заколебал. Да, то есть слово заколебал уже подразумевает какие-то волны. Или наоборот, всех разволновал. Тоже волны. Я считаю, что да, люди заражают друг друга, но не конкретно какими-то там бактериями или мифическими вирусами, а они заражают друг друга вот этой вот волной. Может быть, волной негатива или наоборот. Мы действительно очень мы социальные существа и очень подвержены воздействию других людей. Вот. Ну и, конечно, мы подвержены воздействию ядов, которые могут быть в еде, в воде, в воздухе. Естественно, мы от этого болеем, потому что организм должен это все вывести, а вывести он может только в виде болезни. Это, да, то есть в виде чего-то из легких, в виде чего-то из желудка, из кишечника, то есть, или через кожу. Люди забыли какие-то самые простые правила или способы лечения самых простых заболеваний, типа ОРЗ.
Попарьте на ночь ноги, ну, если у вас нет температуры, конечно, когда только-только заболеваете, надели шерстяные носки, легли спать, все, утром здоров. Детям то же самое. Люди перестали лечить детей. Ребенок бегает полуголый по квартире с голыми ногами. Мы мажем доктор Мамом, не помогает. Ну, конечно, не помогает. Конечно, не помогает. Оденьте ребенка, распарьте ему на ночь ножки. Раньше банки вообще, между прочим, неплохое средство. Синие лампы существуют. Тоже все доисторическое. И это все помогает. Надо просто понимать, что когда уже температура, это нельзя. То есть в этот момент вы только навредите организму. Но в самом начале заболевания или наоборот в момент выздоровления, когда уже кризис прошел, это все помогает быстро выздороветь. Особенно когда уже хроническое какое-то течение. Вот. Люди часто не используют какие-то, им кажется, что это несовременное. Там, от чего у тебя такие волосы? Что ты делаешь? Из-за чего возникает гастрит? Плохо пережевываем еду, стрессы. А что такое стресс, я сейчас попозже расскажу. Вообще не ели целый день, потом поели, наелись, объелись. И такой режим, ну, за один раз у вас гастрит вы не наживете себе, за много раз, да. Едите что-то непонятное, там, слишком острое, слишком там пережаренное, слишком горячее, и это постоянно. То есть за один раз тоже ничего не будет. Какую-то некачественную еду, которая раздражает стенки желудка. Я сравниваю так. Вот представьте, что в стену в доме там что-то въехало, там влетел метеорит. Если там штукатурка отвалилась, будем считать, что вот это гастрит. Если там дырка образовалась, это язва. Что мы делаем? Ну, помимо там милиции, убрали мусор. Дальше что? Мы придем с Чистином или там какими-то там доктор Пропер, как-то он не сильно поможет, да? Мы пойдем в магазин за строительным материалом. Нужны кирпичи, шпатлевка. Мы дыру эту заделываем. Что же происходит сейчас при лечении? Фактически мы лечим эту дыру или отвалившуюся шпатлевку доктором Пропером. Ну, я так это вижу, вот современное лечение. Мы никак не помогаем залечить дыру в стене. Нам нужен строительный материал. Строительный материал – это что? Ну, явно не антибиотики. Это аминокислоты. Аминокислоты – это что? Ну, вегетарианцам не зайдет, но это мясо. Не обязательно мясо, конечно, да, есть белок и в растительных продуктах, но с ним сложнее. Он сложнее усваивается. Да, с ним сложно. Ну, есть, пожалуйста, животные. Не все, я не знаю, вегетарианцы, там их много разновидностей. Лактоова, да, здесь кто-то ест молоко, кто-то не ест, кто-то ест яйца, кто-то не ест. То есть кто-то ест рыбу даже, есть вегетарианцы такие. Ну, это вообще не мое дело. То есть личное убеждение – это личное убеждение. Я отказался от другого вида еды. И хорошо себя чувствую. Что же пишут про хеликобактер в учебнике 1998 года? Этиология, патогенез. Ведущими этиологическими факторами, как самостоятельного заболевания, являются нарушение питания. Еда в сухомятку. То есть уже, да, понимаем, что пить во время еды не только можно, но и нужно. Употребление грубой и острой пищи, несбалансированное питание, нерегулярный прием пищи. Кстати, часто гастрит возникает на фоне плохого лечения у стоматолога, плохие протезы, когда челюсть не смыкается, из-за этого плохо пережевывается еда. И нервно-эмоциональное напряжение. Профессиональной вредности, ну, если вы работаете на том же там химическом каком-то производстве, ясное дело, что в желудок это тоже все попадает. И вредные привычки. Алкоголь, курение, ну, еще здесь часто употребление кофе. Так вот, в этом учебнике еще пока ни слова нет про хеликобактер мифический. Так что же такое хеликобактер, без которого теперь ни один гастроэнтеролог не обходится? Оказывается, не я одна пришла к выводу, что лечение хеликобактера – это какое-то фуфло. Я пришла к выводу, не знаю, что кто-то еще пришел к таким выводам, потому что ни в одном учебнике современном, никакой статьи вы не найдете. Конечно же, к таким выводам приходят обычные врачи, вроде меня. Почему лечение от хеликобактера пилори бессмысленно и вредно для здоровья? Что такое хеликобактер? Это грамотрицательные спиралевидные формы микроорганизм, имеющий на одном своем конце 5 жгутиков, благодаря которым он способен передвигаться в надэпителиальной желудочной слизи в поисках оптимальных условий для существования слизистой оболочки. История бума. В 1983 году двумя австралийскими учеными Барри Маршаллом и Робином Уорреном был найден в желудке людей неизвестный микроорганизм. По их мнению, чтобы заболеть гастритом, достаточно, чтобы этот микроорганизм попал в желудок через рот. И вдруг с 1994 года все медицинское сообщество в один момент начало охотиться на этого микроба. Было выпущено десятки тысяч статей, все больше, больше и больше.
Мифы о хеликобактер. Миф первый. Желудок является средой, в которой не может существовать ни одно из существ, живущих на планете, так как он заполнен соляной кислотой. Это неправда. Рядом с хеликобактером у нас живет еще 104 микроба. Стрептококки, стафилококки, микрококки, нейсерии, лактобациллы и другие. И присутствуют они там в огромных количествах. Вот этот вот дядя, Барри Маршалл. Что он сделал? Он выпил культуру, где содержится большое количество хеликобактер. И через неделю у него возник гастрит. Потом он попил антибиотик и выздоровел. После этого он заявил, что через полмесяца вылечил метронидозолом и солями висмута. Количество мифов дальше лишь увеличилось. Есть еще эксперименты, где, если не делать ничего и никак не лечить, вот этот острый гастрит проходит сам по себе без всякого лечения. Таким образом, можно утверждать, что если у кого-то гастрит и в желудке живут хеликобактер, то первое никак не является следствием второго. Например, можно видеть стервятников, сидящих на трупах животных, но глупо говорить, что именно птицы привели к смерти последних. Еще одна странность истории с хеликобактером. Для подтверждения роли микроорганизма в развитии конкретного заболевания у нас должна соблюдаться триада, которая раньше состояла из 4 пунктов, Коха. Микроорганизм должен быть всегда обнаружен у человека, страдающим определенным заболеванием. Дальше. Возбудитель болезни может быть взят у больного и культивироваться вне его. Третье. Микроорганизм, полученный от больного, выделенный в чистой культуре при заражении, должен вызывать тоже заболевание. И четвертое, можно добавить, это уничтожение микроорганизма должно приводить к выздоровлению. И ничего из этого у нас не совпадает с хеликобактером. Ни один из пунктов. Насколько необходимо лечение антибиотиками от хеликобактера? Здесь делается вывод, что вместе с хеликобактером и без него в желудке есть масса микробов, которые гораздо опаснее, чем хеликобактер, и могут вызвать гастрит сами по себе. Официальная медицина обвиняет хеликобактер в том, что он вызывает язвенную болезнь. Но оказалось, что при гастрите не то, что не всегда возникает язва, а только у 1 из 10 больных с гастритом возникает язва. Группа финских ученых в течение 10 лет наблюдали группу больных с хроническим гастритом, при котором у больных было определено наличие хеликобактера. Все эти годы больные не лечились. Через 10 лет хеликобактер остался у 97% больных. Изменения в стенке желудка у одних прогрессировали, у других регрессировали, а у 13% больных отмечено спонтанное излечение от хронического гастрита. При этом не обнаружено ни одного случая перехода гастрита в язвенную болезнь. Таким образом, подтвердить теорию зависимости заболеваний язвенной болезни от наличия хеликобактера не удалось. Хеликобактер и рак желудка. Так вот, здесь приводятся статьи иностранных ученых, врачей, которые говорят, что лечение от хеликобактера как раз и приводит к раку желудка. Вот как интересно. Ну, об этом я, кстати, тоже говорила, что такие препараты, как омепразол, они очень небезвредные. Что считаю я? Откуда берется все-таки гастрит или язва? То есть, нет, ну понятно, неправильное питание. А в чем выражается это неправильное питание? Когда вот это началась истерия с модным заболеванием, ко мне параллельно с ОРЗ приходили и пациенты, у которых были проблемы с желудком. Что же случилось? Я для себя сделала выводы, что люди во время вот этого всего, особенно когда дома находились, начали есть лежа. А когда мы едим лежа, ну или полулежа, вот перед телевизором, вот так вот раскинулись, у нас сфинктер между желудком и 12-перстной кишки открывается. Идет заброс содержимого 12-перстной кишки, щелочного, в кислую среду желудка. И рано или поздно стенка желудка будет повреждена. Это то, что называют ГЭРБ, рефлюкс. То есть рефлюкс, это, я считаю, что в данном случае это физиологический рефлюкс, который потом становится нефизиологическим. Что такое изжога? Изжога – это и есть вот этот рефлюкс, когда вот это содержимое одного попало в желудок, соединилось и вышел кислый газ. И человеку кажется, ой, у меня повышенная кислотность. Запомните, люди, повышенной кислотности не бывает. Это такой микроскопический процент людей страдают ей, и то в детстве. Не бывает. В возрасте у нас все только снижается в организме. Все снижается. Меньше желчи, меньше инсулина, меньше всего. Все становится меньше. Меньше желудочного сока. И гасить его еще содой. Я не знаю, как людей отучить от вот этого питья соды. Это ужас. У нас кислая среда должна быть в желудке, чтобы нормально переваривать все. И ГЭРБ лечится совершенно иначе. Если человек хочет лечиться без таблеток, то ГЭРБ нужно лечить очень просто. Нужно просто есть стоя. Все время. Мы едим стоя, ГЭРБ проходит. Ну и плюс строительный материал к тому, что уже повреждено. Что сейчас представляет лечение от хеликобактер?
Ну, антибиотики, побочные действия со стороны пищеварительной системы, повышение, снижение аппетита, тошнота, боль в животе, диарея, запор, язвенный колит, кандидоз, повышение активности печёночных ферментов, повышение уровня билирубина, сухость во рту, стоматит, гепатит, гастралгия, гласит, со стороны ЦНС, энцефалопатия, головная боль, сонливость, депрессия, галлюцинация, психоз, со стороны системы кроветворения, панцитопения, лейкопения, аллергические реакции. Кроме того, после лечения антибиотиками может возникнуть еще и диабет. Вот такое у нас замечательное лечение. Вот вы теперь знаете, если теперь вот придете к врачу, и он вам скажет, что вам нужно срочно вылечить хеликобактер, а еще сдать анализ на него, плюньте ему в рожу. Оставьте в покое хеликобактер. Что вас беспокоит, хеликобактер или боли в желудке? Есть честные исследования, есть нечестные исследования. Проблема людей, что проплачиваемые научные прихвостни манипулируют результатами исследований. Об этом я все время буду говорить, даже когда удалят канал. А частные исследования показывают, что в желудке, кроме хеликобактера, живут еще всего-всего-всего. Так вот, что же делать? Первый шаг – фитотерапия. Никто не знает, как и почему, но лечебные травы, которые никто, к сожалению, на химсостав не исследует, убивают кучу патогенных бактерий. Полезных не трогают. Скажем так, вот эти все стрептококки, стафилококки, они живут вместе с нами, и это все можно считать условно патогенной микрофлорой. То есть, когда уже появляется какое-то раздражение на коже, там язвочка, да, они туда слетаются. Когда нет, живут все спокойно, никого не трогают. Сами по себе они не являются повреждающим фактором. Можно пить ромашку, можно пить календулу. Но лучше снимать проблему фитосбора. Есть бальзам Шостаковского такой, винилин, еще по-другому называется, тоже хорошая штука. Надо есть то, от чего у вас не появляется тяжесть и боль в желудке. Это факт. То есть выбросить откровенно острые блюда, откровенно жареные, то есть то, от чего у вас, собственно, и заболело все. Да? То есть убираем саму причину. Вот это вот и есть этиология. То есть все-таки еда. А вот всякие овсяные каши, кисели, не надо их есть. Они вообще никак не залечат вам желудок. Я знаю людей, ну, кстати, это очень странно, но есть люди, которые по 20 лет лечат себе гастрит, едят одно и то же, но каждый раз хотят прийти к другому результату. Это меня очень удивляет. Тут надо голову, конечно, лечить уже, а не желудок, это понятно. Ну и не переедать, конечно. Как можно меньше сладкого. Однозначно. Однозначно. Никаких булочек, тортиков. Газировка, понятно, тоже нельзя. Спорт. Чрезмерный спорт, конечно, нельзя. То есть небольшие упражнения каждый день по 10 минут – это лучшее, что вы можете сделать для своего организма. Прогулки, пожалуйста, лечебные упражнения, все пойдет на пользу. Ходьба. Есть статья, я нашла, что этот антибиотик, который чаще всего используется для лечения хеликобактера, выпускает один очень богатый, самый богатый житель Японии. Во Франции даже на него завели какое-то дело, потому что он заплатил около 300 тысяч евро врачам, главврачам, заведующим за то, чтобы они распространяли его препарат. Кларитромицин. Наверняка вы такое название слышали. У него очень много побочки. Это такой не очень хороший антибиотик. Маршалу и Уоррену, врачам, которые нашли причину гастрита в виде хеликобактера, дали Нобелевскую премию. И теперь очень сложно будет обычным врачам объяснять пациентам, что это все фуфло. Медицинских светил, призывающих всех людей, страдающим язвой и гастритом, соблюдать диету и не нервничать по пустякам, нынче признали дураками. Медики разрешили употреблять в пищу все, что угодно. Я сейчас покажу вам некоторые примеры, потому что они считают, что виноват исключительно хеликобактер. Это все ужасно. Это деградация, деградация, деградация. Но я вот для себя открыла замечательный препарат. Раньше его назначали, раньше это лет 5, наверное, назад, вдогонку к лечению классическому от хеликобактер. А теперь я для себя сделала выводы, что это единственный препарат, который вообще можно использовать, если вы хотите побыстрее все это себе вылечить. Поэтому я всем и каждому советую. Можно вылечить и без него, но с ним будет просто быстрее. Это вот такой препарат, я название не хочу говорить вслух. Язва желудка с помощью этого препарата вылечивается за 5 дней. Это я не голословно говорю, люди делали гастроскопию до и после. Можно делать не внутривенно его, можно делать внутримышечно, это будет чуть дольше, но за неделю вы в любом случае себе гастрит точно вылечите. Это прекрасный препарат. Он является теми самыми кирпичами и раствором, которые закрывают брешь, так сказать. Но не забывайте о том, что причиной все-таки такого поражения слизистой является заброс из двенадцатиперстной кишки в желудок.
Таким образом, все равно нужно лечить и желчный пузырь. Если у вас нет желчного, то, скорее всего, проблема в том, что у вас желчь не концентрированная, и она не попадает в нужном виде в кишечник. И нам нужно остановить вот этот заброс. Для этого никогда не ешьте полулежа. И даже сидя нежелательно. Потому что если у вас немножко избыточный вес, то у вас желудок все равно лежит немножко в полугоризонтальном положении. И как там ведет себя сфинктер, особенно если там еще есть и воспаление, мы не знаем. Поэтому лучше все-таки есть, попробуйте есть стоя. И вы увидите, как вы быстро выздоровеете. Ну, на сегодня все. Пока-пока.